Я долго думал, стоит ли вообще снимать это видео, потому что я не эксперт. У меня нет красивого результата и громких достижений. Меня зовут Кирилл, я обычный новичок в монтаже. Я только начинаю разбираться в Premiere Pro и After Effects, через ошибки, тупники и постоянное чувство, что я что-то делаю не так. В этом видео я покажу, как выглядит обучение монтажу без прикрас. Не только процесс, не как надо, а как получается. Если вы хотите просто расслабиться, это видео можно смотреть фоном. Если вы только начинаете монтировать, возможно, вы узнаете в этом себя. Сейчас важный момент, поэтому скажу честно. Я учусь по бесплатным гайдам, и да, я понимаю, что если просто копировать то, что делают в гайдах, смысла в этом видео ноль. Вы просто закроете его и пойдете смотреть оригинал, и это нормально. Поэтому этот ролик не про как правильно, но про то, как это происходит на самом деле. Я не эксперт. Я часто не понимаю, что делаю, я тыкаюсь, ошибаюсь, откатываю проект назад и злюсь. Но именно так я учусь. Все гайды и авторов, у которых я учусь, я обязательно оставлю в описании. Без скрытых источников и без «я сам все придумал». И да, иногда лучший прогресс — это просто не закрыть программу и продолжить. Эту анимацию я хочу повторить и адаптировать под себя. Она состоит из 3 этапов, и сейчас я нахожусь только на первом – работе с 3D текстом и камерой. На этот этап у меня уже ушло около 19 часов, и вот к какому результату я пришел на данный момент. Сразу скажу честно, да, это слабее, чем в оригинальном гайде, и это абсолютно нормально. В After Effects у меня сейчас около 50 часов практики, кому-то может показаться немало, но для таких анимаций это почти ноль. Я показываю не идеальный результат, а саму идею и процесс, как я понимаю эту анимацию и как пытаюсь ее реализовать. Если после этого видео вы захотите сделать что-то подобное, обязательно переходите на канал автора гайда. Ссылка будет в описании, там все разобрано глубже и точнее. Ну а теперь давайте работать. Если коротко по технической части, в After Effects создается камера и null объект. Камера привязывается к null объекту, null переводится в 3D. Дальше создается текст, он тоже переводится в 3D, и ты начинаешь с ним работать. По словам звучит просто, но на практике все оказывается гораздо сложнее, чем кажется. Сейчас я нахожусь на слове Gun и хочу сделать примерно такую же динамику, как у автора, чтобы камера заворачивалась под каждую букву и потом резко улетала вперед. Как получится, посмотрим, а для вас я ускорю процесс. Видео буду останавливаться только на действительно важных моментах и на тех, где я сам начинаю тупить. В итоге я все-таки закончил анимацию этого слова. Это, конечно, не финальный вариант, где-то камера ведет себя странно, где-то координаты уже не такие логичные, как в начале, и, возможно, часть проблем — это мои ошибки. Но важно другое. Это не готовый результат, это только макет, основа, точка, от которой я буду дальше отталкиваться и уже за кадром доводить сюда ума. Кому-то этот результат может показаться слабым или даже убогим, и я это понимаю. Но для меня сейчас важнее не как выглядит, а то, что я начал понимать, почему он работает именно так. И это только часть процесса. Все, что остается за кадром, мысли, сомнения, решения, я фиксирую себя в телеграм-канале. Если интересен путь, а не финал, ссылка будет в описании. Вы наверняка встречали у себя в ленте рекомендаций вот такие моменты. Слишком долго валялся на диване. Давайте теперь уберем паутину и приступим к работе. Открываем After Effects. Прам-пам. Хватит валяться на диване, давайте работать. Клиент из Кувейта заказ на 200 баксов. Писал видео и попросил сделать шаблон, в котором можно запросто заменить страницы. Открываем After Effects. Прам-пам. Лучше бы валялся на диване. Где все начинается с простых фраз и постепенно вырастает в уверенный, собранный визуал. А самое интересное здесь, как из обычной картинки, в итоге получается мощная и стильная анимация. Мне давно было интересно понять, как такие анимации вообще собираются. Не просто посмотреть на готовый результат, а разобраться, как именно выстроен этот процесс шаг за шагом. Поэтому я решил попробовать повторить одну из таких анимаций по гайду. Часть этой анимации вы уже видели ранее в этом видео.
Важно уточнить, я стараюсь повторить анимацию так, как она сделана у автора. Шаг за шагом, максимально близко к оригиналу, но при этом прохожу весь этот путь сам, со своими ошибками и своим пониманием процесса. Для меня здесь главное прочувствовать логику, как выстраивается последовательность действий и почему в итоге все начинает работать вместе. У автора гайда этот подход выстроен очень последовательно, и именно за счет этого результат выглядит так цельно. Если вам откликнется этот стиль и захочется разобраться глубже, я оставлю ссылку в описании. Там весь процесс разобран подробнее и спокойнее, чем я могу показать в этом ролике. А сейчас давайте просто посмотрим, как я собираю эту анимацию сам. От первых заготовок до результата, который мне получился. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night. Я закончил собирать эту анимацию, и по ощущениям этот процесс оказался другим. Не таким, как в первом гайде, не проще, не сложнее, а просто более спокойным. Сейчас покажу, какой результат у меня вышел. Мне действительно понравилось ее создавать, как процесс и как опыт, который точно хочется развивать дальше. Ну что ж, это видео подходит к концу. Делать его было непросто, во многом потому, что я долго боялся его выпускать. По ходу работы я учился, ошибался и постоянно пытался сделать визуал лучше. С After Effects и Premiere я познакомился совсем недавно, но все равно решил довести этот проект до конца и показать его вам. Если вы досмотрели видео до этого момента, мне правда очень приятно. Буду рад вашим комментариям и честной аргументированной критике. Это помогает расти и не повторять одни и те же ошибки. Спасибо большое за просмотр и до скорой встречи.